Так, всем здравствуйте, всех с наступающим Новым годом. Сегодня у нас будет прямой эфир с нашей студенткой Кимберли, которая учится в Германии, в университете Якобс, который находится в городе Бремен. Сейчас мы будем с ней разговаривать, ждем ее подключения. Так. Все, кто хочет учиться в Германии, это будет очень полезная информация для вас. А вот Кимберли, подключайтесь. Кимберли, возможно, будет с нами разговаривать на английском, параллельно на русском, будем совмещать. Так, принимаем. Ждем подключения. Здравствуйте. Здравствуйте, How are hi. you? Good. I'm good, you? Кимберли, вы же понимаете на русском языке, да? Все хорошо. Тогда давайте, можете представиться нашим подписчикам, рассказать о себе. Кимберли Андерсон. I'm studying in Germany right now, in Bremen. И еще что? Я сейчас учусь IBA, у меня major IBA, и у меня minor IEM, это engineering, но я хочу поменять полностью на engineering. Да. А в какой школе вы учились? Раньше, я жила в Эмиратах, и я училась в канадской школе, и из-за этого мне лучше и намного удобнее разговаривать на английском. Отлично. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали Германию? Университет сам очень хороший, и они мне дали грант, и тут очень безопасно. Моим родителям очень нравилось, что тут безопасно, все удобно. И я живу на кампусе, и у них есть тоже meal plan, и короче, тут все включено, и это им очень нравилось, потому что, конечно, я всю жизнь жила с родителями, и они сказали, так будет лучше, и мне намного удобнее здесь учиться. И, конечно, учиться в Германии — это очень хорошо, и когда, например, даже смотря на всю Европу, like, Germany is like the best option. Да, Германия славится тем, что безопасно, высокий уровень образования, медицины, все на высшем уровне. Расскажите, вот вы сказали, что вы учитесь на факультете инженерии, да? Да, у меня сейчас мейджор по бизнесу и майнер по инженерии, да. А почему вы выбрали именно Когда эту специальность? я сперва хотела на бизнес, и я сейчас учусь на бизнесе, и, если честно, бизнес мне очень нравится, но у меня есть education advisor, и он сказал, лучше выбрать майнер тоже, чтобы ты могла оба закончить. За 3 года я могу 2 закончить. И так, it's better this way. И, если честно, мне engineering очень понравилось, и я хочу полностью себе поменять на engineering. Классно. Расскажите, вот вы получили грант, да, на обучение? Получается, вы обучаетесь полностью бесплатно? Они мне дали, я думаю, на 40% или на 50%. Я не помню, но да, они мне дали хороший грант. И смотря на грант, здесь было очень хорошо. И, в Германии, короче, где я учусь, это чуть подороже, чем другие университеты, которые я смотрела в Италии или в Испании. Но тут намного лучше образование, из-за этого мы выбрали. Отлично. Я бы тоже выбрала Германию. Думаю, у нас, кстати, очень много вот с Кыргызстана хотят отправиться в Германию, потому что там реально качество, да, качество всего. А вот вы говорите 50% скидка. Сколько вы оплачиваете? So, for the entire school year, we pay 20,000. Это 10 тысяч евро на первый семестр и 10 тысяч евро на второй семестр. Но я сейчас плачу, я думаю, 9 тысяч за каждый год. Да. 9? Или так. И нам дали грант, но тебе надо еще, конечно, платить separately за apartment and for food. Да. Получается, это только
Sorry? 9 тысяч вы оплачиваете только образование, да? Да, я Только думаю, обучение. так получается. And also here at the school they have, how to explain it? They have brain capital. It's like a company, and they like you can choose to have student loan, and they'll pay your education now, and then you pay them back after you graduate. Ну, отлично. А расскажите, пожалуйста, вот сколько вы оплачиваете за апартмент, общежитие, за питание? Apartments, it's 8,000 euros for, I think, the year. 8,000 euros for the year. Да, 8 тысяч евро выходит, но я думаю, это for living and for food, я думаю. 8 тысяч примерно, да? Ну, чтобы эта информация нужна для наших студентов, вот, чтобы знали, на какой кошелек рассчитывать. То есть, ну, на вас примерно уходит 8 тысяч на вашу жизнь, да? Это жилье, питание и ваши вот маникюр. No, so we paid in the beginning of the year for living and for food, and like that. And so now I have 3 meals a day, or 2 meals a day, 2 or 3 meals a day, and like my apartment paid for until the summer. Оплачивают вам родители, да? Или вы сами работаете? Нет, родители оплачивают. А у вас там есть возможность стажироваться? Sure that means. Стажироваться? Work? Work? Yeah. Work. Типа, работать. Oh, I'm not working. Yeah. I'm just studying right now. And here in Germany, like when you come to Germany, there's a lot of paperwork that you have to get through. Like right when you come, there's a lot, and a lot of it is there's long waiting times for you to finish everything. Of course, the visa, for example, when I came, I received a 6-month visa from Dubai. But most people here that I know, they only had a 3-month visa. So when you come, then you have to apply for a residence permit. And in order to apply for a residence permit, there's a lot of paperwork that you have to collect, like your housing, that you have a place to stay. You have to prove that you're financially able to live in Germany and that you have financial means to support yourself, whether that's your family but you have to provide proof. What else? You have to, show your passport, where you lived, all the stuff, why you're in Germany to study. You have to prove that you're studying at Jacobs University. And then you submit all these paperwork, then you get an appointment. It takes about 3 weeks, 4 weeks for you to get the appointments. And then once you get the appointments, you pay 100 euros. And they give you a residence permit. And this residence permit, for me, it's 3 years. Some people said that it's 1 year for them. I'm not sure. But for me, it's just 3 years. And now I can stay in Germany for the next 3 years. And I can obviously travel around Europe and stuff like that. Так, ребята, мы этот эфир обязательно сохраним, чтобы вы могли, может быть, перевести, кто не понимает на английском, потому что я вещаю на русском, а Кимберли на английском. Потому что вот у многих будет вопрос, откуда вы знаете так хорошо английский? Yes, sorry, I can't hear you that well. Ну, откуда вы знаете английский? Хорошо, у меня отец англичанин и мама кыргызка. Я родилась... Спасибо. Кстати, я родилась очень в Кыргызстане, и потом мы переехали в Абу-Даби, в Эмиратах, и мы там жили где-то 12 лет, я думаю, from 2011. А вот насчет стипендии? Вам оплатят? What's a стипендия? It's money from university. I don't get money from the university. Ну, вы можете работать в университете, вы можете тут работать. They hire TAs, ты можешь работать but you have to study very well to be a TA.
тебе надо, например, на экзамен сдать на 100, и ты можешь работать с этим профессором на следующий год, потому что, конечно, придут новый класс, и ты будешь им помогать, и они за это платят тебе деньги. И это, конечно, очень хороший образ, когда ты будешь, like, let's say you want to work, you have, what's it called? You have experience in your field because you were a TA. И еще вот, я знаю, что университет Якобс сейчас делает ребрендинг. Сейчас называется Constructor University, right? Раньше Якобс, сейчас конструкторы. Почему? Before Jacobs University was owned by a different owner, I think it was a different family, and their last name was Jacobs, or I don't know what it is. Before it was Jacobs, and then now there's a new owner, Serge Bell, or something like that, and he wants to change the name to Constructors University, and they want to make a lot of changes to the university, as far as I've heard. They want to, like, they're changing some of their courses, they're changing some of the majors. They want to make the school a lot bigger. At the moment, the school is quite small. It's only like 1,800 kids, which is very small for a university, but they want to expand and make it much bigger and more kind of commercialized. And now they're changing it to constructors. I think they want to concentrate more on the STEM majors, which is, science, technology, engineering, things like that, instead of more of like the liberal arts, such as media, politics, psychology. I think those ones they're slowly going to start like letting go of. I'm not sure, but that's the kind of impression I got. А какие изменения вот вы почувствовали? What change are you feeling? The changes, like in university, like from Jacobs to Constructors. I didn't really feel that much of a change. I think that people who are studying here 2 or 3 years, they maybe felt a change. But because I'm new, all I've known so far is the way it is now. So before I was asked about scholarship. I do have a scholarship. How much? I think it's Расскажите, пожалуйста. It's 40%. I think it's I'm not sure actually. I think it's it's 6,000 euros. That's what it is. So we pay 20. So it's 20. The tuition is 20,000 a year, but we pay 28 because of living and food. So we pay 28,000 a year for food, but they took 6,000 off a year or is it 6 or 7 or 8 or 7? I think it's 7,000 euros they took off for my scholarship. And then also I have a contract with Brain Capital where they're paying half of my tuition now, and my parents are paying the other half of the tuition. And then once I start working, and I'm starting in my work field, and I have to make a minimum of, I think it's 25,000 a year in order to qualify and start paying back my student debt. So when I graduate, I will have student debt. Так. Сейчас вот подключаются новые подписчики в наш эфир. Вы можете задавать вопросы и на русском, если понимает, можете задать на английском, да, будем отвечать. Кимберли обучает в Германии, в университете конструкторов, да? Какие у вас преподаватели? We have a lot of professors, and the ones I have, I actually really like. We have a lot of Russian-speaking professors, actually. We have German ones, of course, from Bulgaria. There's Irish. There's someone who's I'm not sure. They don't really. The professors don't really open too much up, but I can tell some of them are Russian or Russian speakers. Вам сделали комплимент, какая красивая девушка. These are my friends. Thank you. Еще один вопрос. Как относятся местные люди к приезжим? Okay, so in Germany, they're very nice.
But also the area that we are in, we're in Bremen, which is really north, and the culture in northern part of Germany is very different than like Berlin or Frankfurt or like more south. Bremen has a lot of old people. Like it's a lot of old people, and so they're kind of like on their own. They don't really mix too much with the students or with the international people. Мгм. Ну, то есть, может быть, он хотел спросить, вы не чувствуете какого-то вот, типа, вы не немка, вы не местная, вот какого-то? Для меня все Или все нормально, да. нормально? Для меня вообще не чувствуется. Но, конечно, я тоже Да? жила в Эмиратах, может, из-за этого мне нормально. Ну, у вас очень такая микс внешности, и как Может европейка, быть, и как не азиатка. знаю. Так, расскажите, пожалуйста, как вы нашли Global Compass, почему вы выбрали Global нашу Compass, компанию? my father, you know Gildas? Of course, yes. My father Yeah, of was course. her professor in Kyrgyzstan, and he taught in Alta. And he taught there, and I think she graduated from there, so he taught her, and then they always had their contacts on Facebook, and he just saw that she was like posting on her Facebook or on her social media that she was kind of helping students in Kyrgyzstan travel and like study abroad. А вот, ну, расскажи, как вам помог, расскажите, как вам помог, ну, вам помогли наши, я сейчас на английском думаю, да? Как вам помогла наша... Мне было очень удобно, потому что многие like paperworks, you guys took care of the paperwork for me, and what else? Like the university options. When I was first looking for universities, I just kind of told you like what I wanted, what I was looking for, the majors I was looking for, and I was given like options and like lists to look through. Это было очень удобно. Я поискала в Испании, в Италии, в Германии, и Джилис помогала, короче, с этим, как выбрать и куда пойти, и где лучше, может, тут или туда. И сперва мы думали, мы пойдем в Италию учиться, но потом мы поменяли в Германию. Да. То есть выбор был между Италией и Германией, в Европе. Да? А вот в Европе, да? Отлично. А кто был вашим куратором Global Compass? С кем? Ну, с кем вы работали? Вы с Джилдис работали или это кто? Можете, пожалуйста, дать отзыв о них? Им будет приятно, если посмотрят. Oh, it was really helpful. Like I had a lot of help from like any questions that I had, any paperwork I had to take care of. If I had any questions, they answered any of my questions. They also were very quick to answer. Like if I had any texts like in the middle of the night, because there's a time difference, they were always really quick to answer and things like that, which I never expected an answer at like 2 a.m, but they still answered. And it was really nice. If I had any issues, they just were really quick to help me. And even with my high school, like they were like, okay, you should ask your high school for these paperworks, this is what you should get ready. And like once I gave them all my paperwork, they organized it all, and they were applying to multiple universities for me, which like really took the effort out of it for me. What about visa? Ну, что насчет визы? Вот как вы получили визу в Германии? Если честно, у нас было, how do I say? We had a very long wait, but the long wait was in Dubai, not in Germany. I'm not sure which side, but I made my appointment for my visa in April, and I only got my appointment in August. So. Ну да, в принципе, виза легко далась, да? В принципе, виза легко далась, да, долго не ждали. Мы ждали, потом we had the appointment, and then once we had the appointment, we got my visa in, I want to say 6 weeks. Здесь вопрос задали, Алибеков говорит: здравствуйте, Кимберли, сколько денег надо, чтобы поступить? Без стипендии просто и with apartments, 28,000 euros a year.
and there's 3 years of education, so that's like almost 100,000, less than 100. Где-то Год, 20 да. тысяч евро в год, да? Это и обучение, и жилье, Да, в и целом. питание в целом, да? Мгм. Но Кимберли, она поступила на грант и получает стипендию, да? Это вот вы говорите, если без... Мгм. Так, тут еще Ибраимов написал. We are proud of you, me Это вам and написал? the 30-year-old cousins. These are my, yeah, that's my cousin. Это еще одна подписчица спрашивает, почему вы на английском Потому что мне разговариваете? намного удобнее на английском разговаривать. Но когда я сюда пришла, я думала, я, конечно, буду на английском. Джейкобс — это английский университет. Но тут очень много людей из русскоговорящих стран, с Азербайджана, с Казахстана. Тут очень много людей из Казахстана. Реально очень много. С России, с Украины. Like, there's a very big Russian-speaking population here. Мгм. Так, расскажите, вообще вот в Германии вы уже путешествовали в другие города, они же У нас рядом? есть карточка, дается с университета, и с этой карточкой нам бесплатно идти к многим не стран, а like in Germany. Где-то час в Гамбург нам бесплатно, идти в Ханновер нам бесплатно, и даже in Bremen, it's like free for us to use our semester ticket. It's like I don't know, let me show you. It's like this. And then с этим нам все бесплатно, нам автобусы бесплатно, троллейбус, поезд, все бесплатно с этим в Германии. Потому что мы студенты. И в какие страны можно ездить с этой карточкой? Допустим, можно Я думаю, только в соседние страны? Германии. А стран нам очень дешево, потому что мы в Германии, и это очень близко. Из-за этого нам очень дешево. Намного дешевле. А в какие страны, будучи студенткой, в каких странах вы были, находясь в Since I Германии? came to Germany, I haven't traveled because I had to study and I had like exams. I have exams right now, so I've just been studying and like I've been mostly in Bremen. But the plan is to travel when I come back. Yeah, I'm going back to Dubai this winter break. In 4 days I fly out. And then... Так, ну, в принципе, подписчики, если вас интересуют какие-то вопросы, вы можете задавать, мы обязательно этот эфир сохраним. Так, Кимберли, есть ли что-нибудь еще можете сказать студентам? Nothing really. But I really like Germany. I would really recommend that you guys come here. It's very cold, but it's very nice. Ну что ж, тогда спасибо за эфир. Мы обязательно этот эфир сохраним. Ваш аккаунт отметим. Будем, если что, вам будут писать. Да? Спасибо большое за эфир, Кимберли. Приятно было познакомиться. Мы аккаунт отметим. Все, спасибо. До свидания. Спасибо за информацию.